Всем доброго времени суток. Мы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал обзоров крючков. Я рада приветствовать всех новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Плейлисты — это на главной странице сверху, там где написано канал, о канале, сообщество, да, и плейлисты. Заглядывайте в плейлисты, смотрите видео. Надеюсь, видео вам понравится. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал, нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам отдельный привет, слова благодарности. Моя большая группа поддержки, много разных стран, много разных городов. Спасибо вам большое. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да, не раз работали, и с такой палитрой тоже работали. Итак, новички, кто еще не вязал, смотрите, называется Alize Angora Gold. Идем дальше, смотрим. В 100 граммах здесь находится 550 метров, то есть, понимаете, да, тоненькая ниточка. Идем дальше. Пока я не забыла, да, скажу вам сразу же. Смотрите, цвет 312. На камеру передается такой же цвет, как он есть на самом деле. Очень интересно, необычный. Состав 80% акрил, 20% шерсть. Почему я на этом уделяю внимание? Потому что не все узорчики подходят под разную пряжу. Бывает, что в данной пряже хорошо смотрится, а в другой пряже, другими ниточками смотрится не очень. Так что пробуйте, эмпирически подбирайте. Итак, крючок нам здесь советует производитель брать от 2 до 4. Так, 2-4. Я вяжу троечкой. Именно данную пряжу я вяжу троечкой. Вы для себя подбирайте, какой вам будет удобно брать крючок. Какая у вас плотность вязания. Опять же, если у вас другая пряжа, точно так же смотрите аннотацию, что вам советует производитель, берите такой же крючок. Понятно? Итак, ниточка неплохая, но ниточка в силу того, что здесь небольшие, видите, такие вот ворсинки есть, что ниточка может цепляться. Поэтому, новички, слишком тоненький крючок изначально не берите. И когда будете вязать, то заранее планируйте, потому что захотите распустить, будет очень сложно распустить. Возможно, но очень сложно. А так, в принципе, ниточка очень шикарная, очень классная. Я сегодня схемку прилагать к данному узорчику не буду, потому что схемка настолько плохого качества, что зачем вам ломать глаза, следите за руками. Так, если схемку найду, я ее покажу в инстаграме, хорошую схемку, хорошего качества, либо покажу здесь в сообществе. Договорились? Все, давайте. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет составлять 10 петелек, поэтому я наберу 40 воздушных петелек и еще дополнительно одну, чтобы узорчик красиво закончился. Вы смотрите, как вам удобно, насколько вам удобно будет набирать петелек. Итак, все как всегда. Петелька фиксация. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее настоятельно рекомендую всем новичкам, да, и как бы и опытным тоже можно мастерицам сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накида, потому что по узорчику будет много воздушных петель, которые нужно будет пропускать. Новички однозначно могут запутаться, поэтому предлагаю 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик с накидом. И теперь шагаем в каждую петельку цепочки, вот нашу косичку, и провязываем столбик с накидом. И так далее. То есть, если я набирала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. Если вы набирали меньше или набирали больше, просто сами себя проконтролируйте. Количество столбиков должно равняться количеству петелек. Это несложно. И самое главное, что в дальнейшем, когда начнется вязать узорчик, будем вязать, да, то по верхушечкам столбиков, так, вы будете ориентироваться намного лучше, нежели по воздушным петелькам, потому что можете пропустить, обсчитаться и так далее. Вот 3 петельки подъема, это тоже столбик с накидом, имитация столбика с накидом. То есть я сейчас провязала столбиков сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поняли, да? Все, вот так вот провязываю до конца ряда столбики с накидом. В конце ряда мы с вами встречаемся. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Итак, вот такая вот дорожка у нас получилась. Теперь приступаем непосредственно к самому узорчику. Итак, воздушная петелька, поворот
И сюда же, в этот же столбик, верхушку этого столбика, провязываем столбик без накида. Есть. Далее 1 воздушная петелька, накид. И пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й столбик мы должны будем с вами провязать веерочек, который будет состоять из 7 столбиков с накидом. Итак, столбик с накидом 1. Сюда же столбик с накидом 2. Сюда же столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Столбик с накидом 5. Такой вот пушистик здесь сформировался. Столбик с накидом 6. И столбик с накидом 7. Вот, смотрите. Вот такой вот веерочек. Далее 1 воздушная петелька. Опять пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. В 5-й делаем столбик без накида. Понятно? Все. Опять 1 воздушная петелька. Пропускаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик точно так же провязываем веерочек, состоящий из 7 столбиков с накидом. 1, 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5, 6, 7. Все. Вот смотрите, вот такая вот получается у вас красота. Опять сделали воздушную петельку, пропустили 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик без накида. То есть вы чередуете столбик без накида, веерочек, столбик без накида, веерочек и так далее до конца ряда. Понятно? Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наш первый ряд с веерочками практически готов. Заканчиваем мы также. Получается веерочек, воздушная петелька, пропустили 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вот последние 3 петельки подъема в самую 3-ю петельку ныряем и провязываем столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И теперь мы будем работать с вами с веерочком. Вот у нас 7 столбиков, да? Итак, смотрим верхушку первого, верхушку второго. Мы эти 2 первые верхушки провязываем столбиком с накидом. Смотрите, как внимательно. То есть мы провязали 2 петельки первые, стоп. Накид. Вторую верхушку берем. Точно так же провязываем 2 петельки, стоп. А теперь 3 петельки на крючке мы провязываем вместе. Оп, понятно? Вот такая получится картина. 2 воздушные петельки. 1, 2. Следующие 3 верхушки столбиков. 1, 2, 3 провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3. Есть. Далее опять 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот у нас осталось с вами 2 последних столбика. Точно так же провязываем их столбиками с накидом с одной верхушкой. Видите, когда 3 петельки вместе, мы их раз провязали. То есть по итогу из веерочка у вас должна получиться вот такая вот картина. Пока, возможно, она непонятна. Когда узорчик немножко подрастет, будет видно красиво. Далее делаем 1 воздушную петельку. Переключаемся на следующий веерочек и провязываем точно так же. Итак, первый и второй столбик мы будем провязывать с одной верхушкой. Так, провязали. 2 воздушные петельки. Следующие 3 столбика веерочка провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки. И оставшиеся 2 столбика от веерочка мы провязываем с одной верхушкой. Провязали 2 петельки, стоп. Накид, 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки вместе. Все. И опять воздушная петелька. И переключаемся на следующий веерочек. Понятно? То есть у вас как бы был веерочек, а теперь у вас вот такие вот интересные какие-то такие вот ушки, рогаточки, как мы их назовем, да? Будут формироваться листики. Все, вот так вот до конца ряда. Давайте, несложно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот мы провязали наш следующий ряд. Вот такие вот листочки сформировали. Как мы заканчиваем ряд? После последних вот так вот столбиков, да, которые провязаны с одной верхушкой, мы сразу же провязываем столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Все. Вот наш ряд закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И по узорчику делаем здесь 1 воздушную петельку. Итого получилось у нас здесь 4 воздушные петельки. Накид. Сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик с накидом. Есть.
Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот там, где у нас были 3 столбика без накида. Помните, да? 1, 2, 3. Мы будем провязывать их столбиками с накидом, но смотрите как. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. Во второй столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид. И нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. У нас итого получается 4 петельки на крючке. И только потом их провязываем все вместе. Раз. И зафиксировали. То есть у нас получается, видите, 3 столбика с одной верхушкой. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И переключаемся вот в арочку, которая сформировалась у нас между веерочками. Веерочек, веерочек. Видите, между ними арочка большая. Ныряем в эту арочку и провязываем столбик с накидом. 1. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять ныряем сюда же и провязываем столбик с накидом 2. И у нас формировалась вот такая вот рогатка. Идем далее. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять переключились вот к нашему веерочку. 3 центральных столбика без накида. Мы их провязываем 3 столбиками с накидом с одной верхушкой. Не сложно? Не сложно. Все вместе провязали. Вот такая красота. Опять 3 воздушные петельки. И переключаемся в арочку. Вот между веерочками вот такая вот большая арочка. И опять делаем здесь рогатку. То есть столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? То есть у нас ряд состоит, вот, смотрите, получается 3 столбика вместе, рогатка, 3 столбика вместе, рогатка. И так до конца ряда. Угу. Все, давайте в конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот наши рогаточки, да, с 3 столбиками с одной верхушкой. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как мы начинали. То есть получается в последний столбик, вот этот вот столбик с накидом, я провязываю столбик с накидом. 1 воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. Помните, да? Мы вначале точно так же провязывали. Столбик с накидом, то есть 3 петельки подъема, 1 воздушная петелька и столбик с накидом, то есть пол рогаточки. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3 подъема, поворот. И теперь вот в эту вот самую арочку, в которой, да, 1 воздушная петелька была, мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее 1 воздушная петелька. И смотрите внимательно, вот там, где у нас была верхушка, да, наши 3 столбика с одной верхушкой, мы беремся за эту верхушечку и провязываем столбик без накида. 1 воздушная петелька, перепрыгиваем вот в нашу рогаточку и в эту рогатку провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть, если вы внимательно посмотрите, то вы поймете, что мы сейчас будем повторять самый-самый первый ряд. Помните, мы делали веерочки? Все здесь то же самое, как и в первом ряду, просто с небольшим смещением. Воздушная петелька, и за верхушку 3 столбиков беремся и провязываем столбик без накида. Понятно? Вот. Смотрите, вот ваш самый первый ряд. Вот ваш самый первый ряд. Только мы немножко сместили. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Итак, смотрите, вот начинает вырисовываться красота. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот в нашу арочку из одной воздушной петельки мы провязали 3 столбика с накидом. И 4-й столбик мы провязываем вот в 3-ю петельку подъема. И у нас итого получается вот 4 столбика с накидом. Далее повторяем полностью, как мы провязывали второй ряд. Внимательно смотрите. Воздушная петелька, поворот. И вот у нас здесь получается 4 столбика. Помните, да? Последние 2 столбика мы будем провязывать столбиками с накидом с одной верхушкой. То есть у нас здесь остаются всего лишь 2 столбика. И мы вот в первый провязали столбик без накида. И во второй. Помните, да? У нас в центре были 3 столбика, но у нас здесь всего лишь только 2 поместилось. Далее 2 воздушные петельки. И вот наши последние 2 столбика от веерочка провязываем вместе с одной верхушкой. 1, 2, 3 столбика, да, 3 петельки на крючке и провязываем вместе. Есть. Далее 1 воздушная петелька и переключаемся на следующий веерочек. Помните, да? 2 первых и 2 последних столбика мы будем провязывать с одной верхушкой. Вот они, 2 первых наших столбика
с одной верхушкой. 2 воздушные петельки. Центральные 3 столбика провязываем как столбики без накида. Вспоминаете, да? 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и последние 2 столбика провязываем точно так же с одной верхушкой. 1, 2 и провязали вместе. Воздушная петелька и переключаемся на следующий веерочек. Понятно, да? То есть вот у вас получается был веерочек, вот такие вот листики. Вот у вас веерочек, вот такие вот листики. Видите? Просто сместился немножко в стороночку. Все, несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, вот еще один ряд мы провязали. Практически до конца, как мы заканчиваем. Вот наши первые 2 столбика с одной верхушкой. 2 воздушные петельки. И вот оставшиеся 2 столбика, да, столбик и 3 петельки подъема провязываем как столбики без накида. 1. И вот в 3-ю петельку подъема ныряем в самую 3-ю петельку и провязываем столбик без накида 2. Все, ряд наш закончен. Далее 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И получается вот наш первый столбик, да, из него вышли 3 петельки подъема. И второй столбик мы провязываем столбиком с накидом. Есть 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее смотрите. Помните, да? У нас получается между веерочками вот эта арочка была. И мы в нее делали рогаточку. Вот наш пол веерочка. Веерочек. Вот между ними будет арочка. Мы в нее будем делать рогатку. Столбик с накидом. 1. 3 воздушные петельки. Столбик сюда же с накидом 2. И у нас сформировалась рогатка. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И помним, что вот эти центральные 3 столбика без накида мы будем провязывать вместе с одной верхушкой общей. 1, 2, 3. И все вместе. Оп, понятно? Зафиксировали. 3 воздушные петельки. И опять рогаточка между веерочками. Столбик с накидом 1, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. Понятно? То есть у нас опять чередуется рогатка, столбики, рогатка, столбики. Угу. Как в 3-м ряду. Видите? Вот рогатка, столбики. Все. До конца ряда несложно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Ну что, вырисовывается уже красота. Да? Уже более четко видно рисунок. Итак, смотрите, как мы заканчиваем в данном случае ряд. После рогаточки 3 воздушные петельки. И у нас здесь, помните, да, всего лишь 2 столбика без накида. Поэтому мы с вами провязываем только лишь 2 столбика с одной верхушкой. 1, 2 и вместе провязали. Все. Воздушная петелька. Поворот. Сюда же в верхушечку мы провязываем столбик без накида. И теперь смотрите, мы будем провязывать все как в 1-м ряду. То есть у нас здесь будет, видите, рогаточка. Значит, здесь будет веерочек. Так? За верхушку 3 столбиков здесь будет столбик без накида. Опять веерочек, столбик без накида, веерочек, столбик без накида. Поняли, да? То есть мы опять провязываем те же самые, получается, веерочки, как в самом 1-м ряду. В принципе, узорчик из чего состоит? Первый ряд – это веерочки. Второй ряд – это вот эти вот наши листочки. Да? И 3-й ряд – вот центральный, так скажем, листочек. Понятно? Все, 3 ряда, потом они сместились. 1, 2, 3. Потом они опять сместились. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И так далее до нужного размера. Давайте сейчас мы увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим по итогу, как это будет выглядеть в большом размере. Я считаю, что будет очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая получается красота. Представьте данный узорчик в палантине, в кофточке, в кардиганчике. Из любой пряжи. Это может быть и летняя пряжа, это топики. Смотрите, да, летний кардиганчик, летняя кофточка, маечки. Я видела данный узорчик в юбочке. Да, пусть она прямая была юбочка, да, но она была юбочка. Очень интересно. То есть представьте, летняя юбочка, да, для подольчика. Очень классно. Вот такая вот получается красота, ажурная. Видите? И несложная. Получается узорчик двусторонний. Такой же узорчик, как в предыдущий раз. Да? В прошлый раз узорчик отдыхалочка такой вот. Потому что ничего сложного нет. Давайте замерим. Итак, я набирала 41 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок и это же плотность вязания. То есть в данном случае 41 петелька это, ну вот, 19 с хвостиком, да, сантиметров. И тут я говорила, да, что опять же, один листочек вот этот вот, это 3 ряда. То есть 3, 6, 9, 12. 15, и тут как бы уже идет начало следующего, да, 16.
Ну и самый первоначальный ряд 17. Видите, он так быстро вяжется, так легко. 17 рядочков. Замеряем. Это 18 сантиметров. Класс. Класс. За счет, конечно, воздушных петель узорчик будет обязательно тянуться. Вот, смотрите. Обязательно попробуйте связать его. Вообще не сложно. Вы можете даже придумать, когда листочки у вас будут разного цвета. То есть один ряд у вас может быть одного цвета, второй второго цвета, третий третьего. Можно, кстати, попробовать с меланжевой пряжи, когда будет переходить. Хотя меланжевая не всегда подходит, да, но все равно можно попробовать. Пробуйте, пишите комментарии, пишите, что у вас получилось. Возможно, вы уже вязали данным что-то узорчиком. Обязательно напишите, нам будет интересно с ребятами почитать. Вот такая красота. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. И нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте в свои плейлисты, чтобы посмотреть в удобное для вас время. С вами не прощаюсь. Увидимся в новых видео. На сегодня пока-пока.